Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем знакомиться с системой для потокового вещания видео. Называется она Professional Turret, а на белый свет ее произвели специалисты японской компании Marantz. Итак, Professional Turret — это система «все в одном» для создания контента для видеоблогов, записи подкастов, видеоигр и интернет-вещания. Что такое «все в одном»? Это HD-веб-камера, высококачественный конденсаторный микрофон, записывающий в формате 48:16, поп-фильтр и светодиодная подсветка с дополнительными фильтрами в комплекте. Система очень проста в использовании, компактна и при необходимости может использоваться для вещания в абсолютно любых условиях. Ну что ж, давайте сверху донизу пробежимся по всем модулям системы и познакомимся с ними поближе. Камера. Она здесь 2-мегапиксельная, имеет функцию автофокуса, передает видео в формате Full HD 1080, совместимо с последней версией Skype. Камера поворачивается на 350 градусов вокруг вертикальной оси и на 25 в горизонтальной плоскости. Теперь подсветка. Светодиодная, выполнена в форме кольца диаметром 100 мм и дает свет температурой 5600 Кельвин, что соответствует дневному свету люминесцентной лампы. Сюда же в комплекте идут рассеивающий фильтр, теплый 3000 Кельвин, это примерно как лампа накаливания 200 Вт, и холодный фильтр 7000 Кельвин, это как дневной свет от чистого голубого неба. Фильтры пластиковые, держатся на защелке, включаются диммером и им же управляется интенсивность подсветки. Опускаемся ниже. Микрофон. Он конденсаторный, диаграмма направленности кардиоида, диапазон частот 150-15 тысяч Гц, имеет аттенюатор минус 10 дБ. Держится он на подвижной металлической двухсекционной штанге, которая позволяет двигать микрофон куда угодно, находя при этом оптимально удобное положение для работы. Длина штанги около 90 см, секции полые, и сделано это для того, чтобы внутрь запустить микрофонный кабель. Ну и как по-взрослому полагается, есть у здешнего микрофона свой паук-держатель, гасящий всевозможные колебания, и поп-фильтр, спасающий от взрывных согласных. Что касается мониторинга, то здесь все просто. Подключаем наушники и пишем или вещаем с нулевой задержкой. Уровень регулируется ручкой над входом для наушников. Кстати, усилитель для наушников здесь высококлассный. Диапазон частот 20-20 тысяч, высокая выходная мощность 130 мВт и сопротивление 30 Ом, что обеспечит звук достаточной громкости абсолютно в любых наушниках. К органам управления и коммутации также относим кнопки включения камеры и микрофона и ручку управления балансом между звуком микрофона и компьютера. А на задней стороне разъем USB-C для подключения PC Mac, хаб с двумя USB 3.0 и разъем питания 12 вольт. Ну и держится все это на массивной металлической пластине, которая очень прочно удерживает всю систему в вертикальном положении. Да, и последнее. В комплекте с устройством поставляется адаптер питания, сменные светофильтры, о которых я уже говорил, мануал, гарантийный талон, кабель USB Type-C, USB 3.0 и запасные элементы конструкции. Ну а теперь о главном. Подключается Turret элементарно просто, никаких драйверов не нужно. Настроили оптимальную громкость микрофона, подмешали, если нужно, какую-то музыкальную подложку, выбрали подходящий светофильтр и интенсивность подсветки, и все на этом. Работаем. Ну что сказать в качестве финального резюме. Вещь действительно очень классная. Сделано все из качественных материалов, нигде никаких люфтов, призвуков, все швы выполнены аккуратно. Все удобно, все под рукой, никаких лишних проводов, что очень важно, и никаких проблем с подключением. А в итоге самые хорошие впечатления и искренние рекомендации. Друзья, на этом все. Задавайте вопросы, комментируйте, с удовольствием вам ответим. У микрофона был Александр. Всего доброго. Смотри, запись начал. Ты? Да, я просто буду полосочки прибавлять на дублях. Начинаешь там в ОБС? Так, я сначала запускаю свой звук. Правильно. Пишу. Так, сейчас ОБС. Начать. Начал? Угу. Сейчас надо подождать. Камера. Не, подожди.